Ехал недавно в такси бизнес-класса, водитель тапал хомяка. Ребята, какая формальная верификация смарт-контрактов? Тапаем, ребят. Они думают сами, что будет возможный дроп. Один из первых там стейблкоинов, например, который появился, я смотрел их код, там же вообще дичь. Это все наебалово. Там купил эфир там по 50, он вырос там до 3000, у меня там до хрена ликвидности. И мне кажется, это такое очень чуть токсичное мышление. Что мне комфортнее, отдельное приложение в телефоне, либо приложение внутри Телеграма? Ребята, это будет офигенно. Всем привет, меня зовут Сергей Беляев, это подкаст Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции, стартапы, технологии, крипту. И сегодня мы будем снова говорить про тон. У нас недавно был прямой эфир с Вячеславом Носковым, мы говорили в целом про тапалки, зачем они нужны и так далее. Сегодня мы постараемся чуть шире на все это посмотреть, поговорить вообще про взрывной рост экосистемы тон, потому что года два реально с ней ничего не происходило. Я покупал тон, я не понимал, зачем он нужен, все вокруг не понимали, зачем он нужен, но я его продолжал покупать, веря, что такой огромный проект, как Telegram, просто-таки должен сделать что-то с тоном. И это произошло благодаря, как ни странно, этим кликеркам, тапалкам и так далее. Сегодня подумаем, что дальше, когда они умрут и так далее. Сегодня будем говорить с основателем Storm Trade. Это деривативная, децентрализованная биржа на тоне. Денис Васин. Денис, привет. Привет. Слушай, давай коротко о себе. Что за биржа деривативная, почему именно деривативная, и потом поговорим, какого хрена происходит с тоном. Ну смотри, чуть о себе. Криптой занимаюсь с 2018 года. Счастливчик. Стало именно интересно крипта не как, знаешь, там заработок и спекуляция, это все, именно как технология. Всегда был очень техническим человеком. Тогда работал в Сбербанке архитектором. Вот. И уже... Не здание же архитектором ты работал? Системным архитектором, да. И уже корпоративные системы к тому моменту делал лет 10, и прям поднадоело. Вот уже. И такой, надо что-то еще, изучать. И смотрю, вот тогда как раз был такой около хайп такого эфира, вот это, смарт-контрактов. Такой, прикольно же, да? Потому что, казалось бы, для корпоративного мира это то, что надо. Вот там вот есть какие-то криптоны, у них там все нормально, да, там биткоин, эфир туда-сюда ходит, контракты исполняются. Мы тут сидим в корпоративном мире, какие-то интеграции настраиваем, оно все время что-то расходится, у одного одни данные, у другого другие, и как будто технология блокчейн тут должна помочь. Я такой, отлично, как бы звучит как то, что надо, погнали изучать. Собрал команду, пошли на первый попавшийся блокчейн-хакатон, вообще был первый хакатон в моей жизни тогда, выиграли его тут же. Первое место, как сейчас помню, тогда был EOS еще популярный, блокчейн. И хакатон был на EOS. И я такой, надо смарт-контракты писать. Что такое смарт-контракт? А там еще на C++ писать. Никогда в жизни не писал на C++. Еще EOS, там документация непонятная. Все это, шло туго. 24 часа кода. Все, выиграли. Круто, разобрались. Стало прям так интересно. И потом на протяжении ближайших 2 лет где-то 25 блокчейн-хакатонов посетили. Охренеть. Для тех, кто не знает, что такое хакатон, это когда ты должен прям за день на конкурсе придумать идею и ее же запрограммировать. То есть хакатон, это не олимпиада программирования. То есть побежает не только кто, у кого там быстрее алгоритм, а кто лучше сделает продукт, презентует его. Да, готовый продукт уже. Да, прототип какой-то. Из этих 25 хакатонов 21 выиграли. Охренеть. Или заняли призовые места. То есть, да, вообще так успешно. И так я, собственно, в технологию в эту вообще всю и погрузился. И переходя немножко к Телеграму, еще тогда начиналось ICO. Бум ICO. Бум ICO уже подзакончился, а тогда было ICO именно Грамма. Потом Телеграм делал криптовалюту. И я помню, что уже тогда с той командой, с которой мы ходили на хакатоне, такой, ребята, это будет офигенно, потому что уже тогда было понятно, что пользовательский опыт, user experience у крипты никакой, вообще очень туго идет. Когда мы говорим, что мы каждый пользователь Телеграма к этому миру прикоснется, сразу понятно, что это может быть основанием для взрывного роста. И поэтому я говорю, ребята, это будет следующий вообще эфириум, вообще офигенно все. Но, как мы знаем, история с Телеграмом и с Грамом, она закончилась не очень хорошо тогда. А я, собственно, продолжил заниматься блокчейном, перейдя как раз-таки в компанию Waves, где уже полноценно на протяжении нескольких лет работал с блокчейном, причем именно с корпоративным сегментом. А после этого уже больше и больше стал увлекаться технологическим предпринимательством, созданием чего-то своего, потому что мне всегда нравилось именно билдить. Я пришел вообще, не знаю,
в IT, да, как разработчик. Просто почему мне нравится кодить, мне нравится билдить. И мне сейчас там нравится там кодить такое, да. Но один много не накодишь, потом там тимлид, да, потом архитектор, потом технический директор. Все равно это все про билдить, да. И в итоге так случилось, что в начале прошлого года родилась идея сделать деривативную биржу. Да, почему? Потому что на тот момент, да, год назад в экосистеме Ton уже существовали 2 довольно сильные платформы, да, даже 3 довольно сильные платформы именно для спотовой торговли. Это было Stonefi, Didust и Megaton. Megaton как бы сдулся, да, а Stonefi, Didust там прекрасно существует сейчас. Плюс мы все знаем, да, что вообще 80% торгового объема в крипте это фьючи, да, деривативы. В основном бессрочные фьючерсы. Вот. По сравнению с традиционным финансом, да, где-то в основном опционы. В крипте фьючерсы все любят. Вот. И, соответственно, пазл как будто складывается сам собой, да. Самый популярный там торговый продукт в крипте — это фьючи. Потенциально блокчейн с самым большим количеством пользователей — это Ton, да, за счет интеграции в Telegram. Да, бум, казалось бы, все должно быть хорошо. Ну, вот так эта идея сделать шторм появилась. Интересно, а тебе прям интересно делать именно фьючи, эту штуку, или тебе без разницы, тебе нравится именно кодить, создавать, а что создавать не так важно? Не, ну смотри, вот мне, например, мне в целом нравится финтех, вот надо понимать, мне вообще нравится финтех. То есть в целом я очень хорошо разбираюсь в DeFi вообще, в разном. Там лендинги, там CDP, стейблкоины, там спотовые разные модели. Можно отдельный эфир будет сделать. Вот, и так далее, да. Например, там на кафедре, на магистратуре блокчейна в МФТИ, да, физтех, я даже как приглашенный лектор, да, я рассказываю лекцию, я рассказываю про разные виды там AMM, автоматизированный маркетмейкер. Вот, то есть я довольно такой хороший эксперт в этом. Вот, и потом мне в целом нравится билдить, да, но в основном мне нравится билдить там такие около финтеховские штуки. Вот, там DeFi, где-то там, может, какие-то гибриды, там DeFi, CeFi. Вот. Но в целом я такой про финтех. То есть, например, там тапалки, игры, да, я понимаю, что это очень круто, это здорово, но это такой, да, маркетинг-тех, да, классно, но не совсем мое. Слушай, я не помню, когда-то, даже года 2 назад у нас был с кем-то подкаст, и мы разговаривали о том, что следующий этап в крипте — это более сложные деривативы, даже не фьючи, а что-то дальше. Вот что ты по этому поводу думаешь по развитию именно фьючей? Ну, не фьючей, а именно деривативов. Логично, но пока не происходит. То есть если посмотреть на опционный стакан, ну, как бы там следующий этап от фьючей — это опционы. Но если посмотреть на опционный стакан, ну, даже на Binance, да, вообще ничего нету. Очень низкая ликвидность. Это сложный продукт или почему? Почему туда не идут? Не знаю. Либо сложно. То есть тут как бы надо же понимать, что на самом деле цена опциона, да, она зависит от чего? От implied volatility. Да, если implied volatility там большая, у тебя опцион стоит дорого. Вот. Соответственно, понятно, что implied volatility в крипте, ну, как бы сложно рассчитать, да, наверное, там где-то там высоко находится, поэтому сложно прайсить опционы. Стакан не очень глубокий, там цены на них высокие. Вот. И как бы все для хеджирования используют в основном фьючи. Давай тогда перейдем к Тону. Тон начал активно расти после того, как там появились эти первые кликеры, тапалки, особенно ноткоин, я так понимаю. Я всю движуху, еще раз говорю, с ноткоином пропустил. Я успел ноткоин только получить на OKX за стейков $40 тысяч, и мне насыпали там что-то на $400 ноткоин, я 40 тысяч застейкал, и на 1000 я еще купил просто ради прикола со спота. И он мне дал там уже, там, по-моему, почти 3 икса с того момента. Что ты думаешь по этому поводу? Потому что у нас еще тоже года 1,5 назад был подкаст про Тон, нам говорили, что Тон будет расти, я в него... Все, что я верил, я просто по чуть-чуть закупал себе Тона. И тогда уже говорили, идите туда и делайте проекты на Тоне, потому что там много чего будет. Давай, твое мнение по этому поводу всего. Слушай, ноткоин офигенен. Ну, реально, я как бы... Ну, я знаком с ребятами лично, да, кто разрабатывал там ноткоин. Вот. Офигенная тема. С точки зрения чего? То есть почему это очень важно, да? С одной стороны, это иллюстрация того, как интеграция с соцсетью может позволять бустить блокчейн. Да, потому что ноткоин взлетел за счет виральных механик в Телеграме, правильно? Второе. Это офигенный движок для того, чтобы пользователей в экосистему приводить. Люди пришли в ноткоин, в ноткоине там есть квесты пришли другие приложения, все приложения в экосистеме, все блогеры, все получили кучу трафика. Непонятного трафика, на самом деле, ну да ладно, это второй момент. Ты абсолютно прав. Непонятного трафика. Ну, его такое огромное количество, что да, как бы даже с поправкой на конверсии, на все остальное, все равно это дохрена трафика. Как бы да. И что еще важно, ноткоин волей или неволей научил огромное количество людей
пользоваться криптой. Почему? Кошельком хотя бы, по крайней мере. Присоедини кошелек, да. Получи токены, токен надо заклеймить, для клейма нужен тон, получи тон, оплати транзакцию. Интересно, как много людей слились в этот момент? Ну, я не знаю, сколько конкретно, но можем посмотреть, да, по ончейн метрикам. Сейчас, по-моему, у ноткоина типа там 3 или 4 миллиона ончейн холдеров. Ончейн кошельков там 4 миллиона. Из 35 еще не привлекли, да. 10%. Хорошая конверсия. Это отличная конверсия. Вот. И эти люди получили ликвидность, и теперь полноправные участники экосистемы. То есть, представляешь себе, один проект в крипту, да, привел столько людей. И это безумно круто на самом деле, потому что эфириум, я не знаю, сколько он шел к тому, что было какое-то приложение на такое количество миллионов пользователей. Лет 10, наверное. Слушай, ну сейчас тот же хомяк, по слухам, 200 миллионов. 200 миллионов. Да, конечно. Так что за... Это вся Россия, по сути. 140 миллионов больше. Ладно, окей. Это некий mass adoption, потому что легкий вход через, собственно, сначала через вообще тупейшую механику. Просто максимально тупейшую. Абсолютно. Потому что когда мне показывали, я такой думаю, что делать? Типа тапать. Чтобы что? Да, типа чтобы что? И смотришь, люди вот так сидят. И сейчас я сам в хомяк, и тогда захожу. Я понимаю, что мне ни черта не будет с этого хомяка. Ты заходишь, как идиот, тапаешь эту историю. Окей. Привлекли не такое количество. Какую-то часть научили пользоваться криптой. Я вот просто всегда Смеркис уже 4 раза был, я думаю, 5 раз придет, я всегда задаю вопрос. Вот смотри, ты зашел через тапку. У тебя тоже будет достаточно сложный продукт, условно, ну, типа гибридная криптобиржа. Как ты собираешься их всех переводить с механизма тапания или фарминга даже, раз в 8 часов тапать на использование? Это прям надо постараться их туда всех заонбордить. Ну вот смотри, тут важно что ноткоин же как раз часть людей, он перевел в пользователей крипты. Еще раз. Окей, да, это есть. Ты получил уже на кошелек крипту, то есть ты уже понимаешь, что такое кошелек, примерно понимаешь, что такое спот, так тебе еще и ликвидности насыпало. Если уж быть совсем жестокими, то можно, наверное, назвать это условным фрибетом, да? Накликал ноткоин, получил, продал, у тебя есть какая-то бесплатная крипта, ты идешь и пробуешь все остальные продукты в экосистеме. И главное, что чтобы следующий продукт, который ты используешь, да, он потребовал от тебя, не очень большого увлечения, что-то такое простенькое, да. То есть потом ты, например, взял там ноткоин, да, уже там научился работать с кошельком, не знаю, там, купил там, не знаю, там, мемкоин или еще что-то, да, что-то уже там проинвестил, да, например. А потом такой уже, тут я могу там... А дальше уже логично наступает там какая-то там торговля с плечом и так далее, да. А я могу еще там шорт, а я могу еще и плечо. Или, например, там другие продукты, как там фарминг, да, то есть научился поставлять ликвидность. Дальше уже начинаешь... Сейчас ноткоин что-то типа стейкинга ввел, да, условно? Да. Стейкинг еще более-менее просто. Да. То есть шаг за шагом. Шаг за шагом. То есть самое главное, чтобы не было пропуска вот в этой вот лесенке, да? Если пропуска в лесенке не будет, и каждый следующий шаг требует от тебя чуть-чуть сложнее, да, то можно таким образом людей анбордить, наверное, в довольно сложные продукты, да. Понятно, что на каждом следующем этапе людей будет меньше. Это логично, да. Понятно. Кажется, что вот эти таски, которые есть везде в тапалках, они помогут в том числе заанбордить. По сути, много надо делать именно на академию, получается, этим проектом. Да. Вот мы сейчас, например, у себя внутри Шторма разрабатываем вещь, которая называется Storm Academy, которая будет как раз людей через микрообучение такое. Мы же понимаем, что у людей сейчас attention span, да, это там TikTok 5 секунд. Но мы такую академию делаем, где основы какие-то трейдинга и так далее, они будут в виде вообще старей. Я, знаешь, что вспомнил? Я вот вроде человек, который считает себя таким чуть-чуть более прошаренным, чем все в крипте. И я зашел, по-моему, это было в Pixelverse, где было задание не только подписаться, но заскриншотить и прикрепить скриншот, как выполнение задания. Я такой, да идите вы в жопу. Это зачем? Это уже сложно. Для меня уже сложно. Я не представляю, как это для людей может быть. С другой стороны, люди, которые ожидают, что им насыпят в итоге что-то, возможно, это мотивирует их делать такие чуть более сложные задачи. Я просто не понимаю, зачем мне это делать. Важна ли здесь денежная мотивация, получается, во всем этом? Должны ли люди каждый раз за обучение что-то получать? Я бы даже так сказал. Важна сама идея, что они могут что-то получить. Да. Обещание некое. Да. Хорошо это или плохо, я не могу сказать. Но это текущая мета. Да? Вот сейчас сейчас работает так. Да, глупо это отрицать. И в целом, наверное, да. То есть как некий такой обучающий фактор, да, мне надо изучить крипту, да. А зачем? Чтобы, наверное, там что-то заработать, получить иксы, да? Но если человеку для этого надо еще проинвестировать что-то, потому что если ты, просто учишься инвестированию, да, тебе потом, кроме того, что ты должен научиться, еще надо вложить свои деньги, да? И это прям огромный барьер, да? Огромный. Прям
вдвойне как бы Расскажу, почему. У нас есть там чатик такой, где я состою, просто который тапает хомяка, и мне пишут, нам было рефералов купить, говорю, купите рефералов за 100 рублей, чтобы я вкладывала деньги в игру. 100 рублей. Ну, кстати, вот про игры можно еще поговорить. Но тем не менее, а здесь мы как бы человеку обещаем, может быть, ты еще что-то получишь. А может и нет. Да, но может быть да, а может быть нет, положить нам это ожидание. Человек интуитивно это понимает. Ну, да. Лучше потапать, чем не потапать. Да. Какая разница? Все равно время тратишь куда-нибудь. Да. И вот так на этом все работает. Ладно, эта аудитория не похожа на аудиторию гивов в Инстаграме, которые вот ради приза что-то сделали, потом все это произошло, нахрен забыли про твой аккаунт, забыли про твою тапалку, забыли про все остальное. Что дальше будет после того, как получит дроп? Частично похоже. Но что тут важно, да? Первое. Люди, которые получили дроп, что очень важно, получают ликвидность на кошелек. Они получили дроп, либо оставили у себя, либо продали. Продали, получили ликвидность. Вывести деньги из крипты... Это еще заморочка. Тот еще квест. Да. И это как бы free money для них. Вот. И они склонны с ними, что-то поэкспериментировать, поделать. Причем даже как деньги еще не до конца даже воспринимаются. Да. То есть оно остается в экосистеме, и люди идут, соответственно, дальше экосистему прокачивать, бустить и так далее. Что неплохо. Ну, окей. Хорошо, что дальше будет? Тапалки-то явно в ближайшие несколько месяцев завершатся. Полгода, может. Да, я думаю, что большинство тапалок, они перерастут в какие-то полноценные там маркетинг-тех-продукты. Какого рода? Вот, например, Notcoin, да, он же говорит о том, что он сейчас как бы... Launchpad? Да, Launchpad. Потому что у тебя есть аудитория, у которой есть, опять же, деньги, ликвидность крипта, которая что-то шарит. Идеальный продукт для того, чтобы запускать другие проекты, заливать туда эту аудиторию, да. Вот очень-очень-очень логичное развитие. Часть останутся играми какими-нибудь. Игры, Launchpad, кошелек, да, из тапалки. Очень логично сделать кошелек. Опять же, у тебя уже есть люди, все, они привыкли, у них есть уже привычка заходить как бы к тебе в приложение, да, вперед. Раньше мы делали как? Вот совсем-совсем раньше, да? Сначала разрабатывался продукт, потом под него разрабатывалась какая-то реклама, правильно? Это было совсем давно, в эпоху изобретателей. Потом маркетологи, умные люди, они придумали, что мы можем один лишний шаг пропустить, создание продукта. Лендинг захерачить? Да, давайте сделаем лендинг продукта. Лендинг продукта. И соберем спрос. Если все хорошо, то мы сделаем продукт. А тапалки — это еще следующее развитие, понимаешь? Никто даже не знает, какой будет продукт. Давайте сделаем просто экран. Мы просто собираем людей attention, да, смотрим, что же за аудитория к нам пришла, профайлим ее там через квесты там, и так далее, и дальше понимаем, какой можем продукт ей предложить. Такое-то и сделаем. То есть это такое органическое достаточно развитие именно с точки зрения у меня возникает вопрос, маркетинга. А как они будут профайлить ее? Посмотрел квесты, что люди делают, там, на что кликают, там, что заходят, где больше конверсии? Какие механики, да. Охренеть, то есть ты просто делаешь что-то, набираешь аудиторию, ты такой, вот сюда мы сделаем биржу, потому что она более прошаренная. Например, да. А как меня всегда удивляло, когда заходишь куда-то в тапалку, ты идеально не понимаешь, там не написано, что это, нет никакой концепции. Ты просто тапаешь. И это прикольно, понимаешь, на самом деле. Вот это ощущение неизвестности, люди начинают придумывать себе все, что угодно, что они сейчас потапают, станут миллионерами, там, еще что-то. Причем даже нигде не пишут, что будет дроп. Они думают сами, что будет возможный дроп. Да. Даже никто не обещает, что будет токен как таковой. Тон. Вот сейчас, когда хайп пройдет, вот интересно, что будет с тоном. Потому что у них есть тон, у них есть нот, который для своих что-то... Я считаю, уже можно объединять их чуть ли как главные токены экосистемы. И есть звезды, которые, ввел Telegram. Звездочки, чтобы делать внутренние покупки. Не кажется, что когда бум хапалок закончится, хайпалок, тон тоже как может просесть или еще что-то? Слушай, любой коин можно просесть там. Да, в целом, понятно, да? Естественно. Но важно понимать, что именно те темпы, наверное... То есть на самом деле, вот даже сейчас, если посмотреть еще на экосистему тона, все равно still early, да, там даже ерда TVL еще нету. То есть на самом деле, с учетом того пайплайна аудитории, который Telegram может приводить в тон, мне кажется, очень рано говорить вообще про то, что ой, тон там все уже Хайпа тона, по сути, еще не было. Потому что все эти тапалки и так далее, большая часть этих продуктов, она все еще off-chain. Угу. То есть люди еще, часть людей пришли в тон, еще далеко не все, да? Но с релизом продуктов, там, Bloom, TapSwap и так далее, все больше и больше людей придет именно в экосистему on-chain. А действительно важна эта аудитория именно on-chain или off-chain? Мне кажется, в основном всем пофигу, даже не понимают, в чем разница.
с одной стороны, да, но с другой стороны, когда мы говорим про ончейн аудиторию, начинают транзакции, комиссии за транзакции, TVL влечет за собой плечо и так далее. Все это, естественно, ну вот банально, да, например, люди приходят в тон, видят там, тон растет, приходят, например, в ончейн, начинают заниматься чем? Ну, наращиванием TVL. Каким образом? Поиск покупки мемкоинов каких-нибудь? Покупка мемкоинов не наращивает TVL. Ну, выпуск мемкоинов наращивает TVL, но какой основной способ? Ты пришел, тоны свои, ты веришь в тон, положил их в лендинг. Да. В лендинг. Занял стейблкоины, купил еще тон, положил в лендинг. Не, ну вот это спотовое плечо, это то, что двигает тот же самый эфир, да? Рестейкинг, вот этого различного рода спотовые деривативы. Это же конкретно то, что позволяет тебе твой TVL, там не один раз код положительный на кошельке держать, а он раскидывается по куче протоколов. Здесь это ликвидность, здесь это рестейкинг, а здесь это лендинг, взял еще, да, и у тебя получается огромное спотовое плечо, которое растит сильно TVL, сильно растит транзакционный объем, да, все на этом зарабатывают, как бы, и в целом... Ну, слушай, я не очень посвящен во все эти DeFi истории, но когда ты так рассказываешь, ассоциация приходит с какими-нибудь этими... как в игре на понижение. Да, с ипотечной историей. Да. В целом, да. Ну, смотри, опять же, синтетические плечо создает риск. Да. Это понятно тоже, да? Но при этом вся финансовая система, любая финансовая система, да, она работает как раз-таки на плече, на залогах, на деривативах и так далее. Опять же, глупо это отрицать, да? Потому есть какой-то баланс. Но DeFi, он поэтому в том числе нужен для того, чтобы люди могли взять там спотовое плечо, да, и бустить как-то экосистему. И это в любом случае случится. Это означает, что когда это случится, мы можем ожидать существенного еще роста активов, как внутри тона, так и самого тона. Поэтому важно, чтобы люди приходили в ончейн, начинали использовать те финансовые инструменты, там, DeFi, которые есть внутри сети. Ну, получается, сейчас тон уже становится неким таким масс-адопшеном, да, вот этими вратами. Причем говорили, что вратами станут кошельки, такие простые, но по ходу станут соцсети все-таки, как всегда. Кошельки, которые родятся из вот этих всех тапалок. То есть мы даже сейчас, да, как биржа, как протокол, общаемся с целым рядом кошельков, которые появляются в мини-апах, и говорим: ребята, вы хотите своим пользователям сразу же фьючи предложить? Вы же не будете сейчас разрабатывать свой протокол. Это тяжело. Возьмите нас, у нас уже там ликвидность есть, объемчики, все. И как бы все такие: да, давайте интегрироваться. Вот мы сейчас с тобой за кадром обсуждали AppCenter, что у Телеграма есть свой аналог App Store, который еще нигде не рекламируется, нигде не пиарится, его еще надо постараться найти, и вроде как в будущем он логично будет интегрирован в сам Telegram. Смотри, вот важно понимать, что одна из самых больших проблем еще в крипте, которая есть, это то, что называется discovery, да? То есть найти какое-то приложение, которое тебе надо. То есть какой сейчас там самый, не знаю, там хайповый там Perpetual, там, фьючи там на Бласте. Ну, как бы. Даже ты не знаешь, наверное. Вообще не знаю. Вот. А там есть SynFutures, у них там, не знаю, там 400 миллионов в день оборот. Как бы, ни хрена себе. Да. Вот. То есть Discovery — это очень большая проблема. И вот там Telegram App Center, он в идеале решает эту проблему. Потому что представь, что у тебя прям ты открыл телефончик, телеграмчик, у тебя прям там на главном приложении, у тебя там есть, в главном меню есть приложение, ты смотришь по категориям, как в App-центре, ищешь. Такой, типа, там, трейдинг, тебе там сразу шторм трейд. Такой, оп, все, погнали. Реклама, фичинг, все, знаете? Да, реклама, фичинг и так далее. То есть это еще одна важная вещь. То есть две проблемы есть в крипте, да. Это operations и discoverability. Discoverability разобрали, да. Operations — это же такой бриджинг, да, то есть как на Blast завести деньги. Как вообще из сети в сеть переводить? Да. Для многих это такая проблема. И надо иметь себе эфиры, что в эфириум, троны, чтобы в троне... Axelar бридж какой-то использовать, да. А здесь у тебя все на тоне, все внутри Телеграма. Соответственно, есть очень большой шанс, что вот эти все упрощения, они много аудитории перетащат именно сюда. Вообще, один из следующих шагов, который мне казалось всегда логичным даже для кошельков, это все эти гребаные комиссии, транзакции делать как-то под капотом, как-то. Да, но это, понимаешь, это тяжело, потому что крипта настолько хорошая и безопасная, что как бы никто не может перевести деньги с твоего кошелька, ты им сам управляешь. Значит, ты платишь комиссии. И вот только сейчас появляются эти все там аккаунт abstraction, MPC кошельки. На самом деле они всегда были. Один из хакатонов, на которых я участвовал, мы делали MPC кошелек. Как раз вот это все, там, что комиссия оплачивает за пользователей и так далее. Потом это Gnosis Safe делал, да, эти кошельки. Но сейчас они становятся уже там более такими мейнстримовыми. Дальше, окей, будут приложения, будет интегрирован App-центр, появится куча игр, в том числе и криптопроекты. И, наверное, появится что-то финансовое уже, там, более сложное, например. Тут мы переходим к DeFi. Да, вот если говорить еще про DeFi, про развитие экосистемы, вообще вот очень интересная мысль какая.
Вот там первопроходцем DeFi стал Ethereum. Угу. Ethereum — это экосистема, которая очень research-driven. Да? То есть очень умный мужик, да, Виталик Бутерин, и он как бы всякие очень сложные концепции там придумывал, двигал, да, и за ним подключились такие же люди, которые стали вот эти все делать, там, протоколы и так далее. То есть один из первых там стейблкоинов, например, который появился в эфире, MakerDAO, да, стейблкоин DAI, там же вообще дичь. То есть я смотрел их код. Во-первых, они все свои контракты формально верифицировали. Это уже дичь. Это что значит? Это математическое описание кода, такое, что можно через аналитику доказать, что он работает правильно. Прикольно. Да, прикольно. Вот, очень. Во-вторых, специально для этого вот обычно разработчики стараются называть функции так, чтобы было понятно. То есть эта функция там создать коин, она называется там mint, например. Если эта функция передать коин, она называется трансфер. А ребята из MakerDAO, они такие интересные и умные люди очень, что они сказали, нам вот, чтобы все там формально верифицировать и так далее, нам вот проще, если все понятия, которые мы используем внутри протокола, полностью абстрактные. И они назвали функцию там bar, buzz, fizz, cat. Они все такие вот там трехбуквенные. Это чтобы не разобраться на самом деле в их коде потом или что? Нет, типа вот они так считают, что типа, потому что вот там это сложно, так якобы проще там формально верифицировать. Ну, это вообще дичь, да. То есть экосистема, она сначала сформировала какие-то сложные там финансовые инструменты, а потом стали людей учить, зачем вам это надо, да. И вот она так развивается как бы снизу вверх, да. Вот Solana, например, она такая engineering-driven, да, такой блокчейн для инженеров. Мы сделали крутую, быструю штуку, что вообще не заморачиваясь ни для какими там Level 2 и так далее. Просто деплоите сюда там свои мемчики, протокольчики, пишите их на Rust, на языке общего назначения, не надо какой специальный язык учить. Написали, задеплоили и вперед. То есть ориентированно на инженеров. А Тон, он вообще по-другому, да. Это ритейл-ориентированная экосистема. То есть он говорит сначала, ребята, какая формальная верификация смарт-контрактов? Тапаем, ребята, тапаем. Все тапают. Да, улыбаемся и машем, тапаем. Вот, соответственно, а внутри-то технические инновации нормальные. То есть там тон, блокчейн, там шардинг, все очень сложно. Но вход какой в аудиторию? Тапаем, получаем ликвидность, и дальше уже, когда ликвидность появляется в экосистеме, часть людей начинает думать о том, как ее использовать, и уже обращаются к DeFi, к финтех. Это очень похоже, на самом деле, как, например, в России строились разные экосистемы, да, мы знаем, что у нас сейчас есть там 3 больших экосистемы, да, в целом экосистема там Сбера, Яндекса и там МТС, да, условно. У всех есть там свой онлайн-кинотеатр, свой да, там джентльменский набор, там такси, доставка. Но вот, например, Сбер и Яндекс, они как раз абсолютно по-разному свои экосистемы строили. У Сбера всегда был процессинг, B2B, банк и так далее, но не было никаких тачпоинтов с клиентами, да. Поэтому они покупали вот несколько лет назад активно, да, все стартапы, все эти, которые работают с клиентами. А Яндекс, наоборот, у них всегда был тачпоинт с клиентом, они все знали про клиента, потому что они знают его поисковые запросы. Если ты знаешь про человека все, если ты знаешь его поиск, да. Но у них не было никакого бэк-офиса. Поэтому они, наоборот, покупали все бэк-офис на этом, купили себе банк и так далее, да. Вот то же самое, это Ethereum и Тон. Тон — это Яндекс, да, то есть у нас есть соцсети, у нас есть пользователи, мы все про них знаем, мы знаем, как там, что они там друг друга там шарили, приглашали там и так далее. Но вот сейчас мы строим как бы там свой финтех. Но нам сначала надо построить вот это все. Как будто это даже правильнее, потому что Сберу было тяжело. Такое ощущение, что он сначала, помнишь, все даже банальное обслуживание их, и интерфейсы и так далее, было все трудно, да, сложно. Стало супер. Стало супер в итоге. Вот, поэтому просто это вот фундаментально, это 2 подхода, как ты можешь строить экосистему. И в целом оба работают. Конечно. Поэтому я, например, прекрасно понимаю, несмотря на то, что я строю DeFi, да, я прекрасно понимаю, почему, например, там фокус того же самого Tone Foundation, он сейчас больше на играх, чем на DeFi. Да, именно сначала валовую массу народа привести, которые потом органично заонбордятся уже там в более сложные вещи. Короче, огромная воронка, в принципе, без разницы, кого мы туда гребем. Нет, не просто, все нужны. Ну, да, все. Их мы уже подфильтруем. Часть туда, мы фильтруем. Тебе не кажется, что есть сейчас куча проектов, тех же Таппела, которые просто создаются на хайпе, чтобы себе часть аудитории забрать, при этом не будет никакого дропа, скорее всего. Они просто перепродают аудиторию другим проектам. Может быть. Не может ли это... Вот одна такая была мысль, что человек пришел в эту Таппелку с ожиданием того, что будет дроп, у него есть какое-то, вот, может быть, неадекватное ожидание, еще что-то, он его не получит, и он в целом разочаруется в крипте как таковой. Будет какой-то такой процент, и, может быть, весомый, ты скажешь, это все наебалово.
Слушай, да, ты абсолютно прав, но, опять же, от этого никуда не деться. Были ICO, было наебалово на ICO. 95% мемкоинов что? Рага, скам, правильно? Ну, люди что там, мемкоины. Всегда, когда есть какой-то хайп, как ты говоришь, вокруг, неважно чего даже, технологии, там, неважно, будут те, кто будут ее использовать, условно, во вред. А прогресс, наверное, не остановим. Всегда есть какая-то масса проектов, да. Люди сначала куда везде, потом начинают разбираться, процесс обучения, начинают отделять, так скажем, там, нормальные проекты с нормальной командой, с нормальными инвесторами, например, от всего остального, да, и как бы органично аудитория остается с теми, кто, действительно что-то делает. Я ехал недавно в такси бизнес-класса, водитель тапал хомяка. Это пугает, и как я одновременно и вызывает, наверное, такой восторг в плане того, что нифига себе, они затащили всех. Вот так это круто. Вот именно это затащили всех, это круто. Вот здесь, мне кажется, вот как раз элитистское мышление многих других там блокчейнов, да, что мы здесь там... Только супер, для дигенов. Там, крипта, да, там супер там дигены, OG, там купил эфир там по 50, он вырос там до 3000, у меня там до хрена ликвидности, и что я сейчас там, не знаю, там на 10, 20, 50 тысяч там в мемкоины захожу, да, как там на той же Solana, да, например, происходит. Ну, как бы, мне кажется, это такое очень... Да, консервативное чуть мышление. Токсичное мышление, да, где-то консервативное. Вот, я считаю, что да, что именно там... Так и должно быть. Фундаментальные ценности там, блокчейна и Web3 — это именно открытость, mass adoption, децентрализованность. И поэтому чем больше людей сюда приходят, тем лучше. А всему остальному где-то мы научим, где-то проекты научат, где-то пользовательский интерфейс просто станет более прямолинейным, более понятным, да, и все это перестанет быть делом каких-то отдельных там дигенов, да, а это все будет действительно, как говорят в телеге, в той, да, crypto in every pocket. Мне кажется, что любая, наверное, индустрия это проходит, потому что Конечно. я помню, я занимался рэпом лет 15 назад, и тогда рэп был уделом андеграунда, вот эта вся история. Сейчас там, условно, рэп стал попсой. Условно, и все вот эти люди, которые занимались рэпом, когда я занимался рэпом, ой, камон, во что сейчас превратился в рэп? Он стал популярным, его начали слушать. И каждая индустрия, получается, это проходит абсолютно. Конечно, это же как там кривая хайпа Гартнера. Да. Получается, что куда идет Telegram? В сторону Вичата, условно, как... Анти-Вичат, я бы даже сказал. Почему? Потому что Вичат показал, что модель мини-приложений работающая, вообще в целом, да, люди любят суперап. Да, у всех сейчас суперап, Яндекс суперап, все любят суперап. И даже в одном месте все. Суперап внутри суперапа. Это вообще самое странное, что может быть. Но закрытый. Да, Вичат очень закрытый. А Telegram говорит, что это суперап, но открытый, децентрализованный, веб-тришный. Каждый может создать свое приложение, меня, бота, да, и использовать его. И мне кажется, это очень хорошее. Я вот себе пытаюсь понять, что мне комфортнее, отдельное приложение в телефоне, либо приложение внутри Телеграма. Я еще не могу определиться. Например, если был бы хомяк как приложение, наверное, он бы не так разошелся. Он не смог бы так разойтись. Конечно. Понимаешь, то, что ты внутри Телеграма, дает тебе уникальное преимущество как приложению. Ты внутри соцсети. И если ты правильно используешь механики соцсети, то это дает дополнительную ценность твоему приложению, людям удобнее этим пользоваться, и они, соответственно, будут... Скоро даже все сайты ты будешь открывать внутри, собственно, этих мини-апов. То есть у каждой компании будет не сайт, а вот, собственно, типа мини-ап. Хотя это тот же самый сайт, по сути. Мини-ап же это же не внутри прям, это просто как браузер некий внутри же работает. Там же ничего сверхъестественного нет. Ну, в целом, да, кроме авторизации. Да, вот это. То есть у тебя ты сразу авторизован. И тебе данные подтягиваются, которые можно подтянуть. Да. То есть ты уже хоть что-то знаешь о человеке. Ну, да. А что ты знаешь о нем? На самом деле не очень много. Ты знаешь только юзер-айдишник и все. Знаешь, что это валидный пользователь Телеграма. Иногда можешь попросить номер телефона поделиться. Можешь попросить. Да, ты можешь попросить. На автомате ты его не получаешь. Да, но ты можешь попросить его пошарить что-то. И ты можешь дать ему сказать, пошарь ссылку. Причем пошарить даешь ему достаточно быстро, ему останется просто кнопку нажать. Да. А не просто копировал, пошел куда-то, отправить. Ты даешь ему социальные механики, люди могут объединяться в сквады, например, а всем это важно, согласись, во всех онлайн-играх всегда были чей клан круче. Никогда, кстати, не понимал эту историю, никогда в кланах не участвовал, но понимаю, что это работает. Ну, в смысле, я сам не участвовал. Это абсолютно работает. Конечно. Вот мы даже, кстати, общались с Никитой, ему нравится там в том же самом хомяке, когда есть соревновательный эффект, ты видишь рейтинги. Мне вообще плевать на эти рейтинги лично. Обрати внимание, все онлайн-игры, которые... Вот сейчас модно говорить, GameFi.
вообще все популярные онлайн-игры мгновенно превращаются в GameFi. Я не знаю, играл ли ты там в линейку в какую-нибудь? Да, очень давно, вторую Lineage, да. естественно. Что люди делали многие? Фармили какие-то предметы, продавали мечи затачивали, продавали. Но их запрещали, кланы, их постоянно пытались запрещать. Ну, кланы и игровая... Ну, их нельзя запретить. Нельзя, но пытаются. Диабло — все то же самое. То есть кланы и игровая экономика — это то, что появляется органически в любой игре. Это факт. Именно поэтому я очень буллиш по всему GameFi, но я не понимаю, когда вот эта вот гейм-механика, именно точнее, механика, становится там самоцелью. Да? Я всегда говорю, что играть надо для удовольствия, а если внутри есть удобный рынок, то если это хорошая игра, рынок будет сам... Он и так стремится себя создать. Угу. Он стремится себя создать даже в условиях ограничений. Когда ты говоришь, там, банят там, и так далее. А если, наоборот, ему способствовать, то он будет как бы цвести и пахнуть. Главное не делать это реально play to earn. Да? Должен быть play to fun, и там финансовая механика там сама. Я вот заметил, что вот у меня, условно, какая-нибудь колда есть, Call of Duty на телефоне, и есть тупой хомяк. Я такой, хомяк же, возможно, даст дроп, и первая мысль такая, а может пойти время потратить на то, что где возможен дроп, чем играть в колду? Хотя я понимаю, что ничего там я не получу, скорее всего, нормально. Ну, или получишь, но вряд ли для тебя это будет вообще не получу. Даже если 50 баксов, что это такое вообще за 50 баксов? А для филиппинцев 50 баксов, это можно месяц жить, наверное. Но вот Axie Infinity на этом хорошо хайпанул в свое время. Я его пропустил тоже. Но, тем не менее, там половина Филиппин, сидела. Ну да. Ну что, для Филиппин там 50-100 баксов, камон, это же нормально в месяц деньги. И то есть, грубо говоря, для людей, которые хотят думать, что здесь я что-то возможно заработаю, они будут выбирать там, где что-то возможно заработаешь, нежели они будут выбирать обычные игрушки. Сейчас же выходит этот, как его, все забываю, как называется, от байков, от обезьян, которые создали, у них будет огромная игра AAA формата, где будет целая экономика, где ты будешь фармить ресурсы, с помощью ресурсов создавать свои какие-то ресурсы и их перепродавать. Они будут как раз поощрять эту внутреннюю экономику. На самом деле, а в центре будет токен Ape, и все NFT-коллекторы делали каким-либо образом, будут участвовать в этой истории. Вот, и казалось бы, именно у нас тоже была серия эфиров давно, года полтора назад, про Play to Earn, как будто сейчас нет нормальной математики. Если не делать рынок внутри рынок какой-то, понятно, где будешь все перепродавать, и ты будешь получать с этого комиссии, вот просто так насыпать, как в степан насыпать, это закончится. Это пирамидальная история. Конечно. То есть экономику надо делать для этого. Для экономики должна быть добавочная стоимость. Да. Добавочной стоимостью является именно фан от игры, если это игра. Ты же не можешь реальные там товары и услуги производить. Ну, типа того, да. Зачем тебе покупать улучшалку какую-то? Все да? правильно. Это сейчас сложновато еще. Сколько надо пройти геймфаю? Любая игра с открытым миром и так далее стремится к тому, чтобы условно стать там геймфаем. Мне кажется, главное просто не мешать. Просто делать хорошие, качественные, интересные игры, в которые будут играть люди. И все. Ну, если рынок возникнет. Блокчейн дает возможность именно NFT-шки, все это в NFT-шки продавать, перепродавать какую-то, подтверждать, что это оригинальная история, условно, и так далее. Ну, окей. Ну, короче, ты по тону веришь, что все это, даже хайп еще не начался, и все у нас ждет. Ну, мне кажется, да. Реально, мне кажется, да. То есть, мне кажется, мы сейчас только вот собираем аудиторию, такие совсем простые вещи. Это примерно там, диапазон сколько? Там лет 5? Ну, я думаю, что цикл поменьше. Цикл, наверное, года 2. А сам тон, что думаешь, как токен? Как токен? Да. Слушай, ну смотри, я не спекулянт. Если бы я был хорошим трейдером и спекулянтом, я бы не делал биржу, правильно? Я бы сидел трейдером там. Умные люди биржи не делают, не торгуют, умные люди делают биржи, да? Умные люди делают то, что у них хорошо получается. Это, на самом деле, цитата переделана из этого журнала Дюхлес, по-моему, как он там фильм называется, там типа «Умные люди глянец не читают, умные люди глянец издают». Ну да, или, как говорят, во времена золотой лихорадки он продавает лопаты. Да. Вот. Ну, реально, я думаю, что тон — это как бы очень сильный фундаментальный актив в целом в крипте, еще раз, потому что блокчейн, наверное, с наибольшим потенциалом сейчас. Поэтому там оценивать его низко, ну, на мой взгляд, странно, да? Но на оценку, куда ему расти? Да, на цену токена столько всего влияет, да, там, у кого там эмиссия, какие на нее вообще планы и так далее и тому подобное, что, ну, реально сложно как бы какие-то там прогнозы по цене делать. Ты холдишь тон? Конечно. Докупаешь? Или пока нет? Я вот не докупаю сейчас. Типа для меня дорого сейчас. Да, точно не докупаю. Типа цена, думаю, слишком дорогая, чтобы его сейчас докупать. У меня средняя цена покупки 2,69, по-моему, если не ошибаюсь. У меня чуть поменьше. 0,1? Не 0,1. Там что-то 1,20, 1,30, 1,40 где-то. Но при этом ты тоже, получается, его прямо с рынка покупал, ты его не получил за что-то. Ну да. А есть же те, там, насколько я знаю, сколько-то почти у создателей до хера, ну, то есть у команды, да, до хера на кошельках этого тона. Ну, наверное. Это, мне говорят, огромная проблема, что сейчас он не распределен. И благодаря этому фондейшну и так далее, сейчас его пытаются распределить как-то по комьюнити более-менее. С одной стороны, да, но с другой стороны, это же отчасти и хорошо. Ну, например, ты ответственная команда, например, хорошая, да? Вот у тебя есть там все токены. Угу. Ты хоть цену можешь удержать. Во-первых, ты можешь удержать цену. Во-вторых, ты
Как бы, если ты не дампишь, да, то как бы там рынок сильно не задамится. И ты можешь, главное, что использовать свои токены для развития экосистемы. Инвестиции в проекты, привлечение хороших партнеров, гранты, фонды и так далее и тому подобное. То есть у всего есть свои как бы плюсы. Представь, что ты полностью раздал всю эмиссию. Тебя задампить, чтобы скупить ее с рынка? Да. То есть как бы у всего есть как бы есть разные модели. Вот. Ноткоин, наоборот, вот как в этом плане можно сказать, что нод — это такой антипод тона. Да? Ты можешь говорить, там, тон там централизован туда-сюда. Ноткоин 80% эмиссии раздал. Ага. Выбирайте. Вот есть в экосистеме там 2 монетки, инь и янь, пожалуйста, выбирайте. Какая вам больше нравится модель? А что нод-то вообще? Для чего он будет нужен? Я сколько слышал, они хотят, чтобы какие-то тестнеты проводили проекты, и нод использовался для тестнетов. Я вот этого не слышал, честно говоря. Я слышал, что ланчпад будет, что будет игровой ланчпад еще отдельно. Вот это да. И это, мне кажется, очень логично. Ну, окей, то есть покупая ноты, ты можешь покупать аллокации, да, условно? Да. Или получать их. Покупать аллокации, тут тоже как бы стейкаешь, это получаешь аллокацию, может быть, да? ты, например, стейкаешь нод, участвуешь, например, в какой-то игре или в этом, там, в тестнете, в мейннете, в бета-тестировании и получаешь что-то от проекта. Проект получает лояльных пользователей, ноты выводятся из обращения, все хорошо. Такая смарт-модель будет. Интересно, все-таки та история, если они будут использовать тестнетов, типа награждать людей нотами за тестнет. Ну, тестнеты, понимаешь, это такая история, когда очень много приходит как бы некачественная аудитория, которая потом не останутся в мейннете. А вот если награждать за участие именно в мейннете, то есть чтобы мейннет заонбордиться в какой-то проект, ну, опять же, это больно. Если у тебя есть мотивация, почему ты должен преодолеть эту боль, то у тебя будет лучшая конверсия. Потому что очень много людей отвалится, не познакомившись там даже с твоим продуктом, если ты просто говоришь, вот мы сделали. То есть она все время снижает этот градус боли. Слушай, знаешь, что вспомнил? Такую мысль, когда хотел ее напоследок обсудить. Про токены у проектов. Потому что, когда я размышлял, когда делали много эфиров, кажется, что большинству проектов нахрен на самом деле не нужен свой токен, и можно использовать те же самые тоны для приема платежей. Еще что, ладно, они нужны биржам. Ты можешь там и найти ему применение. Снижение комиссии за стейкинг, еще что-то. Но в основном же нахрен кому не надо использовать USDT либо тон. Зачем вам свой токен? Токен, по крайней мере, это очень крутой инструмент привлечения аудитории. Во-первых, ты проект, да? Ты хочешь привлечь аудиторию. Так ты сделал поинты, сделал токен. Да. Нет, хорошо. А если ты делаешь это с тоном, как? Сначала с рынка купишь тон, у тебя столько денег нет. Не, я имею в виду... Нет, с этим понятно, как аудитория. К тому, что ты проект, вот, казино какое-нибудь, который ты можешь только же... Ой, как раз казино тут токен вообще прекрасно заиспользует. Ну да. То есть на самом деле практически любой проект, если он вписывает там токен в экономику так, что он как бы алайнит инсентивы. Это что нужно алайнит инсентивы там. Что такое там токен? Токен — это уникальный гибрид инвестиционного инструмента и utility, правильно? Ну да. Вот. Если ты делаешь так, что у токена есть применение внутри проекта, и он алайнит как бы, там, команду и инвесторов в токен, то все замечательно. Например, если ты биржа, ну, то там мы, например, там биржа, мы считаем, что у нас там неплохая экономика с токеном, да. То есть мы говорим как? Вот мы выпускаем токен, да, мы его одной рукой раздаем, другой рукой мы его покупаем. Там как мы его раздаем? Понятно. Условно разного рода маркетинговые активности, да, инсентивы, все остальное, можно все списать, да, там, на маркетинг. Как мы его покупаем? Мы берем часть комиссии, которую генерирует биржа, покупаем токен, да, раздаем его стейкерам токена. Соответственно, получается, что, во-первых, если мы раздаем, если мы покупаем больше, чем раздаем, как бы сходящаяся экономика, правильно? Раз. Второе, в силу того, что мы выкупаем токен на часть комиссии, чем больше у нас оборот, да, тем больше мы платим на один токен, правильно? Тем больше выкупается с рынка. Таким образом, интересы наши как команды, чтобы были высокие обороты, интересы инвесторов в токен полностью совпадают, правильно? Ну вот мы считаем, что это такая там достаточно sustainable модель, вот, и в целом рынок это показал. То есть те проекты, которые с такой моделью экономики базовой работают, у них в целом хорошо перформящий токен, который либо растет, либо, по крайней мере, не падает. У вас есть сейчас токен? Сейчас нет. У нас есть поинты. У вас есть поинты? У нас есть поинты. И давай коротко расскажи, как эти поинты зарабатывать, как их заработать больше. Может быть, по ссылочке, которые люди перейдут, будут какие-то им бонусы за это или что? Не, у нас, на самом деле, опять же, очень такая прямолинейная модель с поинтами. Да, то есть, чтобы заработать поинты, ты должен либо торговать на эксчейнже, либо поставлять ликвидность, либо ты привел другого человека, который стал торговать, ты получаешь часть его поинтов. То есть все как бы очень просто. Все крутится вокруг продуктовых метрик. То есть мы такие очень как бы консервативные здесь люди. Потом эти поинты как-то пересчитаются в токены. Да, потом эти поинты пересчитаются в токены. Вот и все. Соответственно, чтобы заработать поинты, да, приходите, пользуйтесь там эксчейнджем, можно поставить ликвидность, можно поторговать. То есть в целом, да, если вы где-то торгуете,
скорее всего, просто платите комиссии, можете прийти к нам, вы тоже будете платить комиссии, естественно. Вы тоже будете торговать. Но еще и поинт зарабатывать. Да, но вы получите что-то сверху, да, из-за этого. По ссылке в описании, между прочим, естественно, реферальная ссылочка. Переходите и смотрите, как это все устроено, и торгуйте. Мне нужны торгующие рефералы, естественно. А и когда будет токен? Вот должен быть уже скоро. То есть, на самом деле, мы сейчас уже там... мы достаточно зрелый уже продукт, там, год уже билдим, уже там больше, чем полгода в майннете. Вот. А ориентируемся, наверное, до конца лета, надеемся. И вы будете на централизованных биржах. Конечно. И на децентрализованных тоже. И на централизованных биржах. Слушай, крутяк. А у вас не было каких-то раундов типа для комьюнити, что-нибудь такого? Или будут? У нас будет раунд для комьюнити. Вот у нас сейчас как бы идет, называется, ежедневные турниры. Ты можешь либо стать самым большим чеком по объему, либо ты можешь стать самым большим чеком по профиту. И ты получишь NFT-шку. Называется Market Makers. Мы сделали такую NFT-коллекцию, вообще прикольно, там художник отрисовал, там быки, медведи, вообще, короче, такие все трейдеры. Вот, NFT-шка дает возможность получить гарантированную локацию в комьюнити-раунде. То есть ты можешь с NFT-шкой гарантированно прийти и купить там на какую-то локацию токен. А приватные раунды? У нас были раунды с участием, например, там, Тон Ventures, там, ведущего экосистемного фонда в Тоне. Они там у вас крупные раунды, скорее всего, да? Да, нас они проинвестировали. Это как бы именно такие институциональные инвестиции стратегические. Они в токен тоже инвестировали? Конечно. То есть вы в эквити... Кстати, насчет последнего вопроса. Как вы, как децентрализованная биржа, вы юридически зарегистрированы или вы DAO? Или кто вы вообще юридически? Смотри, юридически это выглядит так, что как бы понятно, что сама по себе децентрализованная биржа, это и не биржа как бы, фактически, это просто on-chain протокол, который там как-то работает там. Да, поэтому есть как бы там компания, которая является разработчиком, просто разработчик программного обеспечения. То есть она просто разрабатывает. И есть как бы протокол, который никому не принадлежит, как бы и так далее. Соответственно, модель governance у него, я думаю, что после выпуска токена, через какое-то время, это будет там DAO модель governance, потому что, опять же, это хорошо работает. Вот, и в целом достаточно хорошо принимается там сообществом, достаточно удобно с точки зрения управления. Я когда тоже тему с DAO изучал, на самом деле в том же самом Делавере можно открыть юрлицо просто на крипто-кошелек. Можно. И все, и у тебя будет типа DAO с юрлицом в Делавере. Да, но понимаешь, что, как бы, смотри, если у тебя есть, хорошо, у тебя есть DAO с лицом в долларе. Понимаешь, децентрализованная биржа, все равно как бы... вообще без разницы, да. Понимаешь, она не является юридически регулируемым эксчейнджем, а если она хочет им стать, она не сможет, потому что, сам понимаешь, там KYC и все остальное, вот, как бы, не может DEX этого делать. И что будет с этим делать законодательство? Они будут пытаться давить DEX? В целом мы можем, наверное, сейчас даже видеть, что что-то такое начинается, например, там SAC, да, там иск к Uniswap, да, но опять же, что пока как бы все это достаточно, ограничено. То есть, наверное, там сейчас мы пока не видим какого-то жесткого давления на DEX. Да. В любом случае будет какое-то регулирование, я думаю, да. Просто сейчас его как бы там нет для DEX. Вот. Я думаю, что оно будет появиться, наверное, на горизонте. Вопрос, кого давить? Разработчиков, которые сделали. А если они сделали, отдали реально все токены, когда у разным участникам надо находить какого-то крупного держателя токенов, и он начинает давить? Да. Как это делать? Непонятно. Поэтому говорю, что непонятно. Я не законодатель, да, поэтому я смотрю на то, как это будет сделано. Мне самому интересно. Окей. Давай, еще последнее я тебя спрошу. Если у нас какой-нибудь клевый вопрос в комментариях, можем ли мы сделать какой-то подарок, и какой может быть подарок от тебя за крутой вопрос? Давай, мы одну NFT-шку нашу разыграем, один whitelist, одного маркетмейкера. Я задам самый клевый вопрос, я сегодня их много задавал, мне будет NFT-шка. Ладно, ребят, задавайте вопросы в комментариях. За лучший вопрос будет NFT-шка, это доступ к комьюнити-раунд, локации, а токен будет совсем скоро, поэтому... Подписывайтесь, и все ссылочки будут в описании, и, естественно, реферальная ссылка на StormTrade. Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. Спешу напомнить, что мы, помимо подкаста, занимаемся еще венчурными инвестициями. Мы покупаем акции больших частных компаний на вторичном рынке, и за где-то год-два до потенциального выхода на IPO. У нас такие сделки были OpenAI, Consensus, Ledger и так далее. И сейчас у нас есть сделка по Discord. Если вам интересно, возможно, когда вы уже смотрите, мы уже закрыли ее, конечно, у нас есть какие-то другие сделки, поэтому пишите по контактам внизу Никита, и пишите ему, и задавайте вопрос, какая есть сейчас сделка. Короче, давайте инвестируйте с нами.